Всем привет! Меня зовут Елена. Совсем скоро наступит пора звонкой капели. Раскроются первоцветы и зацветут деревья. Сегодня предлагаю сделать цветы яблони. В процессе создания цветов я покажу, как можно легко и просто сделать из отходов мелкие тычинки, а также отвечу на часто задаваемый вопрос: до или после вырубки истончать зефирный или шелковый фоамиран? С ответа на этот популярный вопрос и начну делать цветы. Между листами офисной бумаги выкладываю вырубку из шелкового фоамирана. Разогретым на тройке утюгом проглаживаю бутерброд с двух сторон. Достаю заготовки, они немного липнут к бумаге. Скорее всего, это из-за того, что я не дала заготовкам немного остыть. Именно поэтому некоторые лепестки у меня растянуты или деформированы. Отделение заготовок от бумаги требует внимательности и терпения. Этот процесс занимает много времени. Как видно, после термообработки размер и форма заготовок почти не изменились. А вот толщина ушла, заготовка стала абсолютно тоненькой. Жаль, что так и не удалось показать четко эту разницу на видео. Второй вариант. Беру небольшой лист шелкового фоамирана и складываю его между двух листов офисной бумаги. Горячим утюгом проглаживаю этот бутерброд с двух сторон. Достаю фоамиран, он истончен и готов к вырубке. Из истонченных листов фоамирана в 3 сложения сделала вырубку. Заготовки, истонченные разными способами, в результате практически одинаковы. Истончать зефирный или шелковый фоамиран листами, а потом делать вырубку, на мой взгляд, гораздо проще и быстрее. Тонирую заготовки краской штемпельной подушечки. Самые маленькие заготовки, из которых планирую делать бутон, тонирую более ярко. Для обработки лепестков разогреваю утюг на режиме 2. Придавать форму буду при помощи бульки. Сначала подготовлю будущие бутоны. Разогреваю 1 или 2 лепестка на утюге. Снимаю и быстро нажимаю булькой на лепестки.
Затем собираю все лепестки вместе. Прогреваю основание на утюге и даю так остыть заготовки. На заготовках покрупнее прогреваю вот эти 2/3 части лепестка. Лепестки прогреваю по одному. Снимаю лепесток с утюга, на край лепестка ставлю бульку и нажимаю ею сильно, затем немного отпускаю и веду бульку к центру. В зависимости от выбранного диаметра бульки, лепестки могут быть с волной по краю лепестка, а могут быть гладкими. У некоторых крупных цветов тоже собираю лепестки вместе, прогревая основание. Используя разный диаметр бульки, получаются высокие полураскрытые или полностью раскрытые цветы. Теперь подготовим тычинки. Как и обещала, покажу свой способ делать их из отходов. Чаще всего цветы в работах я использую, обрезая хвостики тычинок, и не выбрасываю их. Обрезанные нити расправляю и складываю друг с другом. Большую половину пучка склеиваю горячим пистолетом. Получаю вот такую метелку. Склеенный конец сразу обрезаю, заостряя его, чтобы потом эту метелку было легко вставить в цветок. Пышную часть метелки обрезаю на нужную высоту.
Дальше понадобится иголочка и желтая акриловая краска. Нити расправляю, при этом делаю метелку пышной. И окунаю концы в краску. Затем иголкой расправляю, чтобы тычинки не слиплись. Акриловая краска сохнет быстро, поэтому такие тычинки делаются быстро и их можно сразу использовать в работе. Вставляю самодельные тычинки в цветок и фиксирую их клеем ПВА. Конечно, можно использовать и готовые тычинки. Небольшой пучок тычинок складываю пополам и при помощи проволоки вставляю их в цветок. С самодельными тычинками цветы получаются более реалистичные. Перейдем к бутонам. Для них я взяла проволоку диаметром 0,3 мм и длиной около 15 см. Закрепляю на этой проволоке бусинку. Концы проволоки скручиваю. Затем проволоку скрываю флористической тейп-лентой. Вставляю бусинку на ножки в заготовку бутона. Лепестки внутри бусинки обильно смазываю клеем ПВА. Затем собираю лепестки в бутон и жду, когда клей схватится.
Для чашелистиков из оливкового иранского фоамирана сделала вырубку небольшого пятилистника. Складываю лепестки все вместе и перетираю между пальцами. Немного тонирую краской штемпельной подушки. Расправляю лепестки. Делаю в центре отверстие шилом. И подклеиваю чашелистик к бутону. Такие же чашелистики подклеиваю и к цветам. Мои цветы яблони готовы. Нежное, воздушное и живое облако цветов. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Список используемых материалов и инструментов вы найдете в описании под видео. Благодарю за внимание и до новых встреч!